Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Вязальные посиделки. И сегодня у нас вот такие очень простые слитки спицами. Вяжутся они очень просто, одним полотном. И такая модель подойдет для начинающих вязать. Еще большой плюс данной модели, что у нас нет шва на подошве. Подошва у нас абсолютно цельная. Следочки сшиваются только по мысу и по передней части, и по задничку. Цвета можете подбирать на свое усмотрение. Мне кажется, здесь можно даже связать на мужчин, подобрав соответствующую цветовую палитру. У меня это вот 3 цвета пряжи Alize Lana Gold. Вязала я спицами номер 3,5. На канале есть много разнообразных моделей, в том числе связанных вот таким же способом, простым на 2 спицах. Ссылку на плейлист оставлю в инфобоксе под видео. И далее подробно расскажу, как вязать такие вот следочки. Следочек наш сшивается из такой вот почти квадратной заготовочки. Количество петелек мы набираем, исходя из размера стопы в сантиметрах, минус 1-2 сантиметров на облегание, чтобы носочек сидел немножечко в натяжечку и не спадал с ножки. Если наглядно, то это выглядит вот так. Я сейчас переверну на изнаночную сторону. Вот наша ножка. Вот так мы определяем ширину полотна, которое мы вяжем. Вот так, если его немножечко потянуть, то у нас он попадает по размеру ножки. Длину стопы на каждый российский размер я напишу под видео в инфобоксе. Размер полотна в высоту будет примерно для всех одинаковый. Можно добавить несколько рядов, если обхват вам нужен будет побольше. Вот так мы будем здесь зашивать. И если добавляем ряды, то добавляем именно вот здесь, вот в этой синей части, чтобы сохранить симметрию верха и низа. Набирала я 40 петель. И при моей плотности вязания я вяжу туго. У меня получился по ширине размер 19 сантиметров и высоту 18 сантиметров. Так, набираем 40 петель самым обычным способом. Кончик нити от набора лучше оставить достаточно длинным, так как он нужен нам для сшивания. Все полотно будем вязать лицевыми петлями. Первую кромочную снимать, последнюю провязывать изнаночной петлей. Вяжем все лицевые. Мы провязали один ряд и будем менять лицевую сторону. Мы сейчас в изнаночном ряду, по сути, но это будет у нас лицевая сторона, так как вот этот край, наборный краешек с кромочными, он более аккуратный при сшивании, а он у нас оказывается на самом видном месте, поэтому мы поменяем стороны. Мы в лицевом ряду и меняем ниточку на другой цвет. При смене нити я кромочную первую провязываю лицевой петлей. И дальше вяжу как обычно. Все петельки лицевые. Узелочков не делаю, все хвостики потом спрячем. Продолжаем вязание другой нитью. Провяжем 4 ряда. Через 2 ряда я перекручиваю синюю ниточку, чтобы сделать протяжечку по кромочным петелькам, так как планирую использовать этот цвет еще не так далеко. Вот у меня белая ниточка сейчас в работе, я просто поверх нее накидываю синюю и продолжаю вязать беленькой нитью. Снимаю кромочную и дальше как обычно. Так, мы снова в лицевом ряду будем менять цвет нити.
Так как у меня еще в скором времени в работе будет и синяя, и молочная ниточка, я их не обрезаю, а также их перекручу вместе с розовой нитью, чтобы сделать протяжки вдоль кромочных петель. Так, первую кромочную я провяжу, так как я меняю цвет. Перекидываю ниточки. Розовым цветом я провязала 2 ряда, провяжу еще 2, а здесь перекручу снова вдоль кромочных молочный и голубой цвет. Продолжаю розовым цветом, кромочную снимаю. И дальше все лицевые. Меняю цвет на молочный. Достаю ниточку. Розовую буду обрезать, она мне не понадобится больше. А синюю перекручиваем. И продолжаем вязать другим цветом. Первую кромочную провязываю, так как смена цвета идет. И дальше вяжу лицевыми петлями. Провяжу 2 ряда молочным цветом. Я закончила вывязывать полосочки для оформления верхней части слитка. Можно посчитать вот рядочки по изнаночным вот таким вот дорожкам, которые зубчиками к нам вот расположены. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 таких вот зубчатых дорожек. Дальше я буду вязать только синей ниточкой. Остальные все обрезаю. Узелков делать не буду, потом все эти кончики запрячутся у нас при сшивании. Беру в работу синий цвет. Вяжем 40 рядов синей нитью. Провязали 40 рядов синим цветом. И если есть возможность, можно в этот момент померить на ножку. И смотрим, достаточно ли нам будет высоты вот этой, которая у нас провязана. Еще такой же вот отрезок нам нужно будет провязать. Если чувствуете, что здесь мало, довяжите еще там несколько рядов. Здесь у нас следок будет сшиваться. Я понимаю, что мне этого достаточно. И продолжаю вязание цветными полосочками в обратной симметрии. То есть мне сейчас нужно будет провязать 2 ряда молочной нитью, 4 ряда розовенькой, снова 4 молочной и 4 ряда синим цветом. Закончили цветные полосочки верхней части, симметрично нижней. И будем закрывать сейчас все петельки. Закрывать можно любым способом, который вам нравится. Вот наиболее эластичный способ. Снимаем петлю, следующую провязываем лицевой и первую петельку накидываем на вторую. Ну или вторую протягиваем через первую. Снова провязываем следующую петлю и первую накидываем на вторую. И закрываем все петельки. Обрезаю ниточку, так как у меня здесь есть длинный хвостик, я обрезаю здесь коротко. Если у вас хвостик длинный не получился при наборе петелек, тогда здесь оставляйте длинный на сшивание. Все, наша заготовочка готова. И сейчас будем сшивать следочек. Обратите внимание, что полотно начинается и заканчивает у нас вот с такой красивой косички. Именно поэтому мы с вами меняли лицевую сторону. То есть с изнаночной стороны у нас остались такие вот изнаночные бороздки. А с лицевой стороны, когда мы будем сшивать, у нас друг напротив друга получаются 2 косички с кромочными петельками. Так, берем иголочку по шерсти и приступаем к сшиванию.
Один край у нас пойдет на пятку, другой край идет на мысок. Там, где у нас побольше вот нити, вот эти лохмотья, я запрячу в носовую часть слитка. В кончик, оставленный для сшивания, вставляю иголочку. Шов по платочной вязке выполняю по лицевой стороне. И первые 2 стежка у меня просто соединяют 2 половинки. Завожу иголочку через кромочные напротив. Поворачиваю вязание так, как мне удобно. Совмещаю полосочки все. Делаю еще один обратный стежочек через половинку кромочной. И начинаем сшивать по лицевой стороне. Совмещаем полоски. Ниточка у меня осталась наверху, значит, иду на нижнюю часть. Из-за выступающей дужки петелек от изнаночного ряда по направлению шва протягиваю нить, возвращаюсь наверх. Из совмещенного ряда точно так же провожу в сторону шва, то есть я иду справа налево, значит справа налево я провожу иголочку, прошиваю петельку сверху, иду теперь вниз, беру следующую дужку изнаночной петли, не кромочную петельку, именно там, где у нас изнаночные петли, там, где у нас петли изнаночных рядов, и возвращаюсь наверх. Точно так же по белому цвету совмещают дорожки. Закончили сверху, идем вниз. Прошиваем. И с верхней части точно так же крайнюю кромочной петле. Подправляем шовчик периодически и проходим так по всей длине, не доходя примерно вот сантиметра полтора. Оставшиеся петельки мы вот так вот нанизываем по окружности. Пряжа достаточно у меня толстая, поэтому я беру каждую петлю. Здесь нанизываю все петельки по кругу. И аккуратно стягиваем ниточку. Закрываем отверстие. Выводим иголочку на изнаночную сторону. Сильно нить не тянем, чтобы не стянуть шов, вот, который мы прошили по заднику. И с изнаночной стороны прошиваем еще разочек. Немного скругленная пяточка у нас получилась. И переходим к зашиванию мысочка. Отрезаю ниточку синего цвета. Перехожу на лицевую сторону. По лицевой стороне на иголочку нанизываю кромочные петельки за половиночки, которые ближе к нам, ближе к лицевой стороне. Нанизываем так все синие кромочные, хвостик не протаскиваем. И стягиваем все петли, которые мы нанизали только что. Завязываем здесь крепкий узелочек. Аккуратненько подтягиваем петельки, чтобы не порвать нить. И с изнаночной стороны еще раз пройдусь по этому кругу, по окружности, для того, чтобы окончательно закрыть дырочку. Точно так же, как на пяточке проходили.
Закрепляю отверстие узелочком. И снова перехожу на лицевую сторону. И дальше, как на пяточке, совмещаем ряды и по лицевой стороне прошиваем до конца. Закончили шов. И далее мы будем сшивать вот эту часть, оставляя расстояние здесь, для того, чтобы ваша нога спокойно туда входила. Зашьем примерно чуть меньше половины. Зашивать будем также по лицевой стороне. Складываем обе стороны. И прошивать будем по перемычкам между кромочными петельками и платочной вязкой. Также поочередно то с одной стороны, то с другой стороны. Вот у нас кромочная петелька. Здесь у нас платочное вязание. Между ними есть перемычки. И поочередно переходим то на одну, то на другую сторону. Также идем справа налево по направлению шва. Вот такой у нас аккуратненький шовчик получился. У меня остался не зашитым 11 сантиметров. У вас эта циферка может быть другая. Я все-таки ориентируюсь на размер колодки. Не нужно, чтобы следочки все-таки смотрелись эстетично на фото. Точно так же вяжем второй следок. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, комментировать видео. Всем спасибо за просмотр, всем до новых встреч!